Всем привет! С вами, как всегда, Александр Кучеренко. Так, ну что, Су-34 от Трубача в 72 масштабе. Шикарнейшая модель. Значит, что здесь? Здесь я дополнительно покупал декали Бигемот, так как нужен вариант Мимим сирийский. Вот, он не идет в стандартной комплектации, поэтому я его брал отдельно. Далее, значит, есть фототравление, интерьер и немножко экстерьера. Так, здесь немножко неправильный нос, смола, корректировка носа также будет. Так называемые акульи плавники тоже под замену пойдут. Так, далее взял я под него еще сопла рескитовские. Украинская фирма, отличную продукцию делает. Так, еще колеса дополнительно. Здесь я оставил то, что собирать, пока в самом наборе. То есть очень аккуратная клепка, расшивка, все очень красиво. Иногда после предыдущих дров, которые на канале были, такое очень приятно собирать. Здесь полностью вот это все вооружение. Вооружения очень много. С этим я уже потом позже разберусь. Так, ну что, можно приступать. Кусачки DSPI, везде ими удобно работать. Здесь будет ссылка, можете посмотреть, там очень подробный обзор по инструменту. Вот в такие моменты отличные стамески All Models, жаль, что они уже их не делают. Я в свое время покупал парочку, покупал целый набор, там был скрабер, и скрабер достаточно отличного качества, и в том числе и стамески. Не забывайте шкурить фототравление наждачной бумагой или губками перед использованием. Ну, то есть нужно снимать лаковый слой, иначе в противном случае травление будет отваливаться. Может быть, не отвалится сразу, но через полчаса, через час чуть-чуть зацепите и все. Поэтому всегда лучше обрабатывать наждачной бумагой. Так, на больших поверхностях использую только такой густой клей. Ну, по сути, это аналог Револа, который в синих пластиковых банках и в прозрачных бутылках. Ну, только он по факту дешевле, а по свойствам он ничем им не уступает.
Теперь нужно собрать воздухозаборники. Там в процессе будет и фототравление. Сопла буду использовать смоляные. Это украинская компания Reskit. Отличную продукцию делают ребята. В принципе, ассортимент у них очень большой, и я часто использую всевозможные наборы. Так, теперь поставлю фототравление на воздухозаборнике. Этот ролик, он делался раньше, чем приехал клей, поэтому не мог показать. Есть отличный клей Кола 21, поэтому как буду делать ролик по клею, я в частности там покажу всю их продукцию. Там очень большой ассортимент, и клей, я хочу сказать, достаточно хороший. Собрал смоляные колеса, также от компании Reskit. Так, теперь надо срезать лишний пластик в кабине, чтобы поставить фототравление Эдуарда. Ну, в эти моменты также хорошо помогает стамеска All Models. Ждал я Акан 6 серии голубую, Су-32-34 нижние поверхности. В том числе мне надо им покрасить воздухозаборники, чтобы их закрыть, поставить и уже подходить к грунтовке. Также сейчас покрашу, ну, не стал закрывать в кабине. Иногда люблю делать вот так. То есть вот так я приклеил, интерьер без проблем зайдет. Все покрашу, подготовлю, вставлю и поставлю смоляной нос, и можно будет уже грунтовать. Теперь можно будет поставить фототравление, вставить его в фюзеляж, поставлю нос, кресло я потом позже сделаю, закрыть и загрунтовать сам фюзеляж. Воздухозаборники я закрыл, покрасил, надо будет потом немного их подогнать, есть щели где-то полмиллиметра, но это мелочи. Так, обезжирил поверхность, теперь можно загрунтовать. Ну, грунтую я, как обычно, практически всегда делаю. Это Ганза 1200, смешиваю 1 к 1 с черной 1500 и разбавляю в пропорции 1 к 3, где 3 части разбавителя. Ну, или в частности я стараюсь грунтовать тогда уже непосредственно 1500 черным,
но он мельче. И если у вас есть косяки на поверхности, то, конечно, лучше добавлять его с 1200. Потому что 1200 у него зерно чуть покрупнее, и он будет заливать все косяки. Если косяков нет практически на модели, то можно и 1500. Так, теперь надо покрасить нижнюю поверхность, голубая Кан 6 серия. Далее немного я поменял ее оттенок, ну это уже будет второй финальный